Так, всем привет на канале Zen Vlog. Напоминаю, название. Извините, что еще в наушниках сейчас? С братом разговаривал. Сегодня у нас будет видео про то, как продолжение того, что у Сони случилось с зубами. Сегодня мы идем к зубному врачу наконец-то. Нам очень долго и часто переносили термины. Сегодня должен врач подтвердить, что зубы мы сохранили. Как бы предположительно мы их сохранили. Нам не надо будет ставить импланты, потому что там оказалось не так все легко. Потому что один мой подписчик, классный чел, вообще все это мне расписал, рассказал. Там оказалось, не дай бог, импланты. Поэтому мы сегодня идем. Надеемся, что зубы у Сони остаются сохранены и что-то будет происходить с наращиванием. Или я даже не знаю. В общем, сейчас мы бежим к врачу. Сегодня детей забрал пораньше. Выйдем от извините, от зубного, я вам расскажу, что и как. Плюс я дополню немножко, дам информации к предыдущему видео, которое мне называлось «Шиномонтаж во дворе». Многие пишут, а где шиномонтаж, вообще что и как? Ты там ничего не показал? Да, но так и оказалось, потому что сначала смонтировал видео, а потом сел делать картинку и думаю, блин, как бы написать так, чтобы поднять просмотр? Надо что-то такое типа кликбейтное закинуть. Ну, шиномонтаж образно был, потому что мы поменяли колеса с летней на зимнюю резину, и поменяли диски тормозные, колодки в круг. Так что да, чуть позже тоже расскажу, как мы это делали и что мне это обошлось самостоятельно. Так, ладно, все, Сонька готова, побежали мы к врачу зубному. Да, кстати, напомню, что случилось у Сони с зубами. Кто не смотрел видео до этого, я оставлю ссылочку. Если в двух словах, то произошел несчастный случай в школе. На нее упал самокат, она лежала, человек подъехал на самокате, отпустил, и вот он когда падал ручкой, повредил и выбил наполовину 2 передних зуба, сколол. Мы подумали, что зубы сломаны. Мы сразу пошли к врачу. Врач сказал, что ставить шину, потому что зубы шатались, и будем ждать. Если приживутся, все ок, если не приживутся, то будем делать имплант. Но, как оказалось, не так все просто. С имплантами могло быть, но мы до этого термина еще раз были у врача, меняли когда шинку, он сказал, что зубы все хорошо, они реагируют на холод, там, на тепло, значит зубы живые, зубы у нас остаются, так что все окей. Это вот такая предыстория короткая, потому что, возможно, кто-то не смотрел, будет задавать вопросы, так что вот, это в двух словах рассказал. Ну и ссылочка будет здесь, вот наверху я ее оставлю. У нас, кстати, погода великолепная такая, да, Санька, сегодня? С утра дождь шел, а сейчас плюс 18, и солнышко. Ну что ты, не боишься? Ах, классно, когда не боятся зубных врачей. У меня, к сожалению, это огромная фобия. Из-за этого у меня и плохие зубы. Потому что в детстве, я помню, у нас эти, может кто-то помнит из вас, бор-машины эти огромные приезжали, такие красные, с красной будкой, желтая кабина. Вот эти вот еще были там на тросах, эти бор-аппараты. Это был ужас, ни анестезии, ничего не было. И у меня после этого вот все. Мне к зубному даже сейчас ходить это просто морока. Так, ладно. Чуть позже увидимся. Так, давай, залазь уже. Ну все, Соньки зубы подпилили, подточили. Сказали, что до 18 лет все равно на эту сторону желательно не кусать. Как бы, ну, aufpassen, беречь все-таки. После 18 то ли кронку, то ли коронку, я так и не понял. Блин, но еще вот мой фах, шпрах, как говорится, не на таком уровне, чтобы вот даже врачебно все это, зубного даже нормально понимать. Там в течение часа не кушать, он говорит, зубы все остаются, все окей. Он спросил, был ли зуб длиннее, или это было после удара, я реально не помню. Так что пока все окей, до 18 лет в таком состоянии, ну, зубы мы оставляем. Так что все пока, насколько я понял. Так что чувствительность у нас осталась, все хорошо, зуб не умер. Так что... Ай! Что, Сонь, не больно было? Больно, реально. Ага. Я уже не могла. А потом вот вообще почти не чувствую. Ага. Ну все. О, у нас божья коровка залетела. Сейчас надо ее выпустить. Да, зачем? Она жива. Давай, залетай. Все. Так, ладно, все, поехали мы домой и расскажу вам все-таки про то. Да расскажу я то, что должен был про шиномонтажку. Ну как шиномонтажку, то как мы поменяли колеса, диски и что мне это стало. Да, ладно, едем. Да, теперь же надо рассказать про все-таки шиномонтажку, про которую я как бы в прошлом видео ничего-то и не рассказал. Ну, в смысле шиномонтажка. Я был на Opel,
где-то 5000 лет, 5000 километров назад, и мне сказали, что вам пора менять задние диски. Попереду все хорошо, все великолепно. Только диски, колодки, как бы, ну, под вопросом, возможно, все хорошо. Я так подумал, на Opel это стоит, если поменять в круг, по-моему, 960 евро. Это работа вместе с их колодками и дисками тормозными. Плюс подошло время менять резину. Надо уже перебываться в Германии, это надо делать с ноября, хотя все говорят 2 октябрь и Остер, и до Пасхи. Но я нашел закон, что официально я должен на зимней резине ездить с ноября. Плюс у меня машина на каске, а по закону на каске я должен использовать только зимнюю резину, я не могу использовать всесезонную. Да, в итоге я подумал, блин, надо сэкономить денег. Посмотрел, сколько на мою машину стоят диски и колодки в круг, это перед и зад. Искал это все на сайте Autodoc, ну, приложение у меня есть. Там вбиваешь свою машину и все. Я не знаю, я не брал по самому низу рынка. В итоге колодки и диски перед и зад мне стали 320 евро. Я брал фирму Феби колодки, диски ТРВ, по-моему, или НРВ. Я не помню, честно говоря. Я понимал, чтобы не самое дешевое, что это не самое дорогое, потому что, ну, смысл. Я брал такой середняк. Потом мне все это пришло, я думаю, надо где-то поменять. Я сунулся в сервисе, сервисы берут в среднем 400 евро за перед-зад. Я нашел знакомых, которые говорят, мы там дома у себя поменяем за 100 евро. В итоге Серега говорит, зачем, давай просто вдвоем поменяем. Вот мы с ним собрались, мы поменяли сами колодки и диски. Ну как, я откручивал колеса. Серега занимался, вот он снимал суппорт. Все это оказалось не так-то и сложно. Потому что передний суппорт вообще разводится просто-напросто. Ну там что-нибудь вставляешь, он разводится, чтобы потом нормально посадить колодки. Ставится сзади у меня электронный ручник. Там просто надо его вкручивать, вот и вся разница. Так что это вот то, что я не рассказал и не допоказал. Ну, там снимать толком было нечего. Там просто с Серегой потратили 2 часа времени. Так, это я смотрю, просто у меня автоматическое ISO поставил. Сейчас, секундочку. Выставлю лучше, чтобы оно не плавало. Вот так вот где-то сделаем с вами, чтобы была картинка получше и не прыгала. Потому что сзади яркий источник света такой. Просто вот слепит, у нас сегодня погода хорошая. Так что, так и все мы это сделали, и я сэкономил хотя бы тех же 100 евро, которые меня попросил там наши знакомые, сказали, типа, за 100 евро мы поменяем. Мы это все сделали бесплатно. Плюс колеса я поменял, да, ну заодно. У меня старые колеса зимние были отбалансированы, плюс я закинул, датчики сразу показали 2.2, все как надо для зимы, хотя может сделать 2.4. Вот так вот, это то, что я не рассказал в прошлый раз. Сейчас я вот сажусь по чуть-чуть монтировать видосик. И у меня, как всегда, вот я не знаю, я использую жесткие диски Лосье, я не знаю, как правильно, сейчас покажу вам. Вот у меня есть такая компания и есть Western Digital. Это самая страшная вещь. У меня старый мой где-то, у меня с ним была проблема красная когда-то на терабайт, он просто в один прекрасный момент. Вот ты с ним работаешь, и потом он берет и просто начинает такие издавать звуки, писк такой. Вот он просто попискивает раз в 2-3 секунды. Я вчера такой сел монтировать. Я еще скинул свадьбу с флешки на этот новый свой черный Western Digital диск. И саму свадьбу с флешки, с фотика я не удалял. И я такой сажусь монтировать и слышу, он начинает такой просто вот попискивать каждые 2 секунды. Я такой, да ладно, запускаю диагностику, у него какие-то там выбитые сектора, и он просто у меня все, он обрубается. И я его готов был вчера раздубасить просто об стену, потому что вот они недорогие, эта фирма как бы недорогая, но она мне подводит второй раз. Я зарекся, что больше в жизни его покупать не буду. Лучше переплатить за это вот Лосье, как его правильно называется, этот вот жесткий диск, который оранжевенький, да. Он стоит там около 100, да, он подороже. Но он пока не хочу сказать, у меня работает без проблем. И это просто жесть. Я сейчас пытаюсь что-то восстановить. Сейчас подключил его через какой-то восстановитель, запустил к Маку, нашел программу, и сейчас с него я скачиваю все сюда. И потом его буду опять. Это уже второй раз с ним здесь вот происходит. Это второй раз. Первый раз красным было. Красный вообще у меня, оказывается, сам по себе запаролился. А там, если ты не знаешь пароля, ты уже не восстановишь. У меня вот красный мой на терабайт. Сейчас где-то его найду, покажу. Он у меня просто теперь валяется. Я думаю, его, наверное, красиво как-то разбить молоточком. Смотри, что там внутри. Вот. Я его, с него информацию
почти восстановил. Он также просто начал пищать в один прекрасный момент, и все, да? Вот шарага, мой паспорт, блин. Вот он работает, все хорошо, потом в самый неподходящий момент, когда тебе срочно надо какие-то бэкапы там найти или еще что-то сделать, он просто берет и перестает работать. Вот у меня второй раз с этой конторой, я второй раз повелся, я почитал отзывы, типа там, ну, случается, ну, редкость, думаю, редкость, но никто не застрахован, ладно. И все, вот такая вот косяк такой жесткий. Сейчас пытаюсь опять с него все скачать на другой диск. Я его форматирую заново в ноль. Там эти разбившиеся сектора, пускай он как-то восстановит. Скорее всего, это уже второй раз у меня с ним такое происходит. И буду пытаться его еще использовать, но не знаю, буду заказывать сейчас SSD-шник еще один какой-нибудь на терик, чтобы вот третий лежал, просто чтобы хотя бы свадебные бэкапы все время были, потому что это страшно. Слава богу, я не удалил ничего в флешке. Я вот как чувствовал, я сидел, такой думаю, так, пока видосы никакие не записываю, пускай на флешке все побудет. Как чувствовал. Так что вот эту вот шляпу скоро разобью я молоточком, посмотрим, что там внутри. Смешно будет, если там USB-стики обычные стоят. Так что вот такой вот видос. На этом, наверное, буду заканчивать. Завтра у меня очень интересный день. Завтра у меня удаление вен. У меня проблемы с венами. Про это я расскажу уже в следующем видео. Так что спасибо всем еще раз за просмотр. Не забываем комментить. Извиняюсь еще, что было неполное прошлое видео. Я сейчас постарался ответить на все ваши вопросы. И где же шиномонтаж? Это было просто во дворе под домом в Германии. Все, вот это вот просто мы в воскресенье во дворе под домом сделали. Втихаря мы не нарушали ничего. Мы все тихенько, спокойно за собой убрали. Все там, все было хорошо. Так что еще раз спасибо за просмотр и до нового видео. Всем пока.